Всем привет. Новость, конечно, такая, которая опять же в голове не укладывается. Снимаю вам, в общем-то, заметили вы, наверное, видео последнее время на своем канале. Делюсь с вами то, что в голове не укладывается. Можно так, наверное, и плейлист будет назвать. В Херсоне заблокировали YouTube. То есть отключили YouTube. Есть возможность интернет-провайдерам тот или иной хостинг блокировать. Так и произошло с Ютубом, кажется, там и с Инстаграмом. Ну, Инстаграм поскольку, ну, все равно, хотя многие и зарабатывали в Инстаграме, для многих Инстаграм тоже имеет значение. По Ютубу. Ютуб это в основном информационный ресурс. Люди делятся полезной информацией. Не только связано с политикой, с обстановкой там в той стране. Просто делятся, знаете вы, полезные советы. Многие учатся там, многие делятся тем, что знают. Взять, заблокировать YouTube в Херсоне, в области. Это то улучшение, это то, от чего вы пришли спасать. Как это можно объяснить, скажите? А я сейчас вам покажу. А я вам сейчас скажу, как это можно объяснить. Наряду с этим раздают приставки цифровые, вот эти телевизионные. Я в них не разбираюсь, потому что телевизор давно не смотрим. Чисто те, что телевизоры у нас есть, ну, подключены к интернету и все. В Ютубе в основном все, что нужно, находишь. По запросу. Надо новости, фильтруешь, включаешь мозги, потому что YouTube тоже засран много чем. Включаешь мозги, фильтруешь и смотришь, и уже выбираешь, что тебе смотреть. Выбор, по крайней мере, есть. И тут что самое главное, что есть выбор. А вот тут выбора не дают. Раздают приставки волонтеры даже бесплатно. То есть присаживают Херсон сейчас и область на зомбоящик. Будут вещать российские каналы, те, которые зомбировали очень много лет россиян. Посмотрели они, что это работает, это реально работает. Сейчас вот поддерживают войну, очень большой процент поддерживает войну, хотя уже подвижки там есть к тому, что люди многие понимают, что как войну можно поддерживать, что это вообще за хрень. Убийство в 21 веке, тем более пережили страны войну и опять ее поддерживать. То есть здесь выбора не будет. Здесь Ютуба нету, Facebook, вот эта вся фигня информационная тоже нету. Вайбера нету. Связаться с родными и близкими, которые выехали, поделиться впечатлениями о жизни, так называемой, в оккупации, если это жизнью можно назвать, тоже нету. А вот зомбоящик тебе будет показывать, как все хорошо и как все хорошо все будет. Как все будет, но потом. Но потом, ну когда, нужно потерпеть и все стандартно. И что немаловажный факт, это показатель. Показатель для тех, кто еще не понимает, что будет, кому мало было вот этих ЛДНР, ЛНР, ДНР, что там, как люди жили, как люди живут в изоляции в этой. И я вам скажу, что тогда ж Россия не была изолирована от мира. Сейчас намного все хуже. Сейчас такие санкции и изоляция, что просто это будет как что-то закрытое, какой-то муравейник внутри себя, без особых каких-то признаков цивилизации. Это в будущем. Пока остатки сладкие доедаются, допиваются, машины доезжаются, технологии там то все. Потом же оно понятно, к чему это все приведет. Железный занавес. И кто мечтал вернуться взад, тот возвращается взад. И вот показатель, что происходит. Если приходят, если вас захватывают, то первым делом что делают? Отрезают вас от информации мировой. От свободного поиска информации. Вас отрезают. Вам просто будут вливать то, что по стандарту вливается. Выбора нету, все.
Ну и плюс еще к этому это изоляция, что самое страшное. Понятно, что людям, каким людям это все равно? Пенсионерам, которые привыкли получать, жить от пенсии до пенсии. Хорошо, если заплатят. Если не заплатят, можно и на мусорку там сходить. Но, а люди, которые развивались, которые бизнес вели, которые знают, что такое мировая экономика, как это связано, как оно работает, то я думаю, что они больше всех будут страдать. Поэтому такая вот и ситуация в Херсоне. Пишите свои комментарии по этому поводу, что кто думает. То есть, как бы ничего хорошего, ну, не следовало ожидать, потому что война никогда не приносит ничего хорошего. Как можно думать, что война может в будущем принести что-то хорошее? А это вот последствия того. Ну и, как бы, тема для размышления, для тех, кто еще сомневается, что может быть в оккупации. Всем удачи, до следующих видео.